Здравствуйте, дорогие подписчики и гости канала. Я рада приветствовать вас на канале Истории судеб, и вот наша история на сегодня. Виола проснулась раньше, чем планировала. Опять этот жуткий токсикоз. И вот зачем ей все это? До этой беременности у нее было все, как она распланировала. Виола всегда хорошо рисовала, и поэтому поступила в училище по этому направлению. Недалеко был самый популярный вуз, в котором учились много богатых, и поэтому она там часто прогуливалась. Ее целью было найти себе обеспеченного мужа и ни в чем не нуждаться. Она выбрала себе образ скромной художницы, минимально косметики, но так, чтобы подчеркивались ее выразительные глаза, скромная, но стильная одежда. И вот ей повезло. Она давно приметила достаточно скромного парня, но по одежде было видно, что он из обеспеченной семьи. И вот сталкивается с ним, роняет эскизы, и он помогает ей собрать. Они познакомились, и Михаил попался на крючок. Как только она закончила училище, Михаил сделал ей предложение. У нее была свадьба мечты, а потом путешествие на острова. Идиллия для нее длилась 2 года, а потом Михаил начал разговоры о детях. Деваться было некуда. Она понимала, что одного ребенка ей придется родить ради такой жизни. Она никогда не любила и не хотела детей, но ей пришлось. Так на свет появилась Регина. Виоле не нравилось это имя, но муж очень просил назвать так, как звали его бабушку. От грудного вскармливания она избавилась еще в роддоме. Таблетки для прекращения лактации она купила перед поступлением в роддом и надежно спрятала. А когда выписывалась, сделала жалостливые глаза и вздыхала, что не получится дать ребенку самое важное. А Михаил ее успокаивал. «Ничего, милая, сейчас такие смеси, что все, что надо, наша Региночка получит». Через неделю после выписки ей в помощь наняли няню. Всех молоденьких девушек она сразу отмела, а вот Зинаида Васильевна, 50 лет, идеально подходила. Теперь ей не приходилось заботиться о дочери. Зинаида Васильевна сразу увидела, что девочка не нужна матери. Она пыталась показать нерадивой мамаше, какая у нее прекрасная дочурка, но та ссылалась на головную боль и уходила от этих разговоров. А вот Михаил был не такой. Он вставал и кормил малышку ночами. После работы первым делом шел в детскую. Виола начала ревновать мужа и даже как-то высказала ему, что он ее не замечает. После этого разговора он взял недельный отпуск своих девочек, и они поехали отдыхать за город. Михаил восторгался природой и тем, что обе его девочки с ним рядом. Виола этого энтузиазма не разделяла. Она рассчитывала совсем не на такой отдых, но Михаил сказал, что малышке еще рано летать несколько часов, и резкая смена климата не пойдет ей на пользу. Так прошло 4 года. Регина уже была самостоятельной девочкой, да и мама Михаила пошла на пенсию и теперь часто брала ее к себе с ночевками, а то и на недельку. Наконец-то отдых, который она так ждала. И вот она вместе с мужем отдыхает на берегу теплого океана. «Дорогой, что же ты из телефона не вылазишь? Пойдем искупаемся». Да тут мама прислала фото и видео, как они с Региной землянику собирали. Ты посмотри на нашу хулиганку. 2 ягоды в рот и 1 в лукошко. Он рассмеялся. Это, конечно, хорошо, но давай отдохнем, ведь мы давно не были с тобой вдвоем. Конечно, она лукавила, и вдвоем они были. Ей просто не хотелось сейчас думать о дочери. Михаил отложил телефон. «Прости, дорогая, а знаешь, что меня бы заставило перестать думать только о дочери?» «И что же?» — лукаво спросила Виола. «Еще ребенок. Регина уже большая, и мама помогает. Да и она будет рада братику или сестренке. Но мы же с тобой давно решили, что ребенок у нас будет один». «Виол, ну сама посуди. Я достаточно хорошо зарабатываю, и мы сможем поднять на ноги еще ребеночка. Но подумай, как будет здорово. А может, тогда ты сам выносишь и родишь, раз это так здорово?» «Ну, милая, ладно,
Давай отложим этот разговор до возвращения домой. Понимая, что дома ее ждет, она отрывалась на всю катушку. А через месяц случилась задержка и 2 полоски на тесте. Глядя на него, она уже думала, как по-тихому сделает аборт. Но тут в ванну зашел Михаил. Увидев тест в руках жены, он был счастлив. И вот теперь она мучается этим ужасным токсикозом. Пора с этим завязывать. Вот 3-го точно не буду рожать. В конце концов, я очень долго работала над своей фигурой, чтобы потом вот так ее портить. Вон, на корпоративах у мужа на нее заглядываются все, а начальник мужа делал ей неоднозначные намеки. Когда ей принесли сына, она увидела, что у медсестры странное выражение лица. У Виолы в этот раз было кесарево, и она только отошла от наркоза. Когда она взглянула на сына, то вскрикнула так, что разбудила его. «Этот уродец не может быть моим сыном! Унесите его от меня!» «Виола Леонидовна, сейчас придет врач и все объяснит». Действительно, через пару минут зашел врач. Он рассказал мамочке, что пятно на лице у малыша не на всю жизнь, что как немного подрастет, можно будет сделать операцию. «Да вы понимаете, как с таким выйти на улицу? Я не собираюсь устраивать шоу уродцев». Ребенка унесли. Так как был уже поздний вечер, то отцу звонить не стали, а решили, что утром мамочка успокоится и с ней поговорит психолог. Утром Виола уже была более спокойной. Кормить малыша она не стала, но уже не кривилась при его виде. Врачи позвонили отцу ребенка и попросили прийти. Ему все рассказали и дали посмотреть на малыша. Михаил улыбался. «Ну, подумаешь, пятнышко, мы сделаем операцию, и все будет прекрасно», — говорил он жене. Через положенное время их выписали. Ванечка был неспокойным малышом. Виола говорила, что ей нужна помощь, но Михаил хотел наладить связь между матерью и ребенком и в этот раз отказал в найме няни. С каждым днем Виола все больше и больше ненавидела маленького Ванечку. И вот сегодня, проснувшись опять от его крика, она решила, что с нее хватит. Она покидала в сумку наличность, что была дома, украшения, самые дорогие вещи и ушла, даже не закрыв дверь и не оставив записки. У нее было с собой несколько миллионов в виде наличности и украшений, а дальше она прорвется. Рита сегодня шла на работу с каким-то непонятным чувством тревоги. Она отгоняла от себя эти тревожные мысли. Но что же там может такого случиться? Уже несколько лет она работает в частном медицинском центре в отделении педиатрии. Когда надо было идти на практику, ее подруга рассказала, что ее по знакомству пристроили туда. Это не просто медицинский центр, а целый госпиталь с отделениями, и Рита видела его только со стороны. Она попросилась с подругой, чтобы просто хоть глянуть, как там внутри. Когда они зашли в центр, то у стойки администратора стоял мужчина и говорил по-французски. За руку он держал мальчика лет 5. Администратор его не понимала. Она отвечала ему по-английски, но тот только махал головой и пытался объяснить жестами. Из разговоров рядом стоящих Рита поняла, что педиатр со знанием французского сейчас на больничном. Она подошла к мужчине и на чистом французском попросила его успокоиться и объяснить ей ситуацию. Никто из персонала не препятствовал. К этому времени на шум вышел глава педиатрического отделения и увидел, как Рита переводит все, что говорит мужчина. Когда медсестра увела мужчину с мальчиком в смотровую, он подошел к девушке. «Вы к нам на практику?» «Нет, извините, я с подругой пришла. Она у вас практику будет проходить, а мне хотелось хоть одним глазком глянуть, как у вас тут внутри». «Ну, значит, в этом году у нас будет 2 практикующих медсестры, а вас попрошу начать сегодня с сопровождения того мужчины». Рита была счастлива. «Откуда вы так хорошо знаете французский?» «Мои родители были преподавателями иностранных языков. Папа преподавал французский в университете, а мама – английский в школе». «А вы пошли в медицину?» Рита кивнула. «Ну, пройдемте, девочки, все вам покажем». Рита показала себя хорошо во время практики,
и после защиты диплома ее взяли на работу. Она мечтала стать врачом-педиатром, но пока ей надо было заработать для дальнейшего обучения. Родители уже не могли помогать финансово, так как были на пенсии. Она была поздним ребенком, но очень долгожданной и любимой. Сегодня надо было съездить по 2 адресам к малышам. Врач-педиатр предупредила ее, что по одному из адресов будет мамочка, которая странно себя ведет. Но Рита привыкла к разным странностям богатых людей. Этот адрес был вторым в списке. Водитель остановился около элитного ЖК. Оказалось, мамочка ребенка забыла предупредить о приезде медсестры, и пока машину не пропускали через шлагбаум. Но Рита оставила водителя и пошла пешком, взяв свою легкую сумочку с логотипом центра. Когда она подошла к квартире, то увидела, что дверь приоткрыта, и из квартиры достается надрывный плач малыша. На стук никто не открывал, и Рита решилась войти. Вдруг маме плохо и требуется помощь, ведь она не может не слышать просто так такой плач. Когда Рита вошла и оббежала все комнаты, то никого не увидела. В детской плакал малыш в кроватке, а рядом была рассыпана смесь. Рита взяла его на руки и позвонила руководству, объяснив всю ситуацию. Врач сказала оставаться с малышом и что сейчас свяжутся с родителями. Уже через 20 минут в квартиру влетел Михаил. Рита ходила с малышом из угла в угол. Малыш хотел есть. Об этом она и сказала Михаилу. «Давайте сначала накормим его, а потом все остальное». Михаил побежал вниз. У него в машине был пакет со смесью и подгузниками. Еще утром он заметил, что осталось совсем мало, и купил по дороге на работу, так как на обратном пути мог забыть. Когда Ванечка поел, он успокоился. Рита осмотрела ребенка, с ним было все хорошо. «Подпишите, пожалуйста, вот здесь». Она протянула бланк осмотра. «Извините, пожалуйста, но дольше не могу находиться. Я скоро опоздаю к началу приема». «Спасибо, девушка». Он закрыл дверь за медсестрой и позвонил жене. Но телефон был выключен. Тогда он набрал маме и попросил приехать, а также забрать Регину из садика пораньше. Пока ожидал приезда Ольги Васильевны, он осмотрел дом. Сейф был открыт. Там не было наличных, украшений жены и ее документов. Из шкафа пропала некоторая одежда. Это он понял по пустым вешалкам в шкафу, который раньше был битком. Да, он замечал за женой странности, но чтобы вот так взять и бросить Ванечку одного и уйти? Нет, она не могла. Как только приехала Ольга Васильевна с Региной, он все объяснил и поехал в отделение полиции писать заявление. Прошла неделя. От Виолы не было никаких вестей. Ее родители тоже не знали, где она, но она и так не поддерживала с ними связь. Только сейчас Михаил узнал, что когда она просила денег для родителей, то это была неправда. И вот ему на телефон пришло СМС с номера Виолы. «Не ищи меня. Теперь, когда рядом нет этого уродца и вредной капризной девчонки, то у меня все хорошо. Я заслужила другой жизни, а не подтирать сопли. Прощай». Михаил еще несколько раз перечитывал сообщение. Он никак не мог понять, как он не увидел в ней всего этого раньше. Были тревожные звоночки еще с дочкой, но он это списывал на усталость и послеродовую депрессию. Как же он ошибался. На следующий день он подал на развод и вычеркнул ее из жизни. Регина даже не вспоминала о матери, а Ванюшка и не знал ее. Михаилу помогала няня и мама. Когда Ванечке исполнилось 2 месяца, им надо было идти на прием к педиатру. Как же в этой суматохе Михаил забыл о том, как ему помогла медсестра. Решив все сейчас исправить, он купил цветы и тортик. Рита очень смутилась, когда он ей все это вручил. Им было нельзя принимать благодарности от клиентов. Но при этом присутствовал главврач и одобрительно махнул головой. А после приема Михаил узнал на ресепшн личный номер Риты, попросив оставить это в тайне от всех. Но позвонить он еще долго не решался, хоть и прошло уже несколько месяцев и несколько приемов у врача,
где он видел Риту. «Сынок, но может ты все-таки сделаешь первый шаг?» Ольга Васильевна на одном из приемов заметила, как сын украдкой посматривает на медсестру. «Ведь видно, что девушка хорошая. Уведут, и потом будешь локти кусать». И он решился. Как давно он не был так счастлив, как сейчас, прогуливаясь по парку с детьми и Ритой. А спустя полгода он сделал ей предложение, и Рита согласилась. Они сыграли свадьбу и переехали в большой дом, чтобы вычеркнуть окончательно те события из жизни. Ванечке сделали операцию, и на его лице не осталось ни следа от того некрасивого пятна. Он и Регина называли Риту мамой, и все были счастливы. Ольга Васильевна не чаяла души в невестке, и уже никто не вспоминал Виолу. Как сложилась ее жизнь, никого не интересовало, но точно знали, что бумеранг добра и зла всегда работает. Рита не стала поступать в медицинский на педиатра. Она решила, что приносит пользу и как медсестра, а тем более их семья скоро станет еще больше. Вот такая история, друзья. Напишите, пожалуйста, что вы думаете об этой истории. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. До свидания.